Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 26 октября, выпуск промежуточный. Мы с вами обсудим те темы, которые появились с нашего последнего выпуска. Наш предыдущий выпуск был итоги недели в воскресенье, и вот э, те события, которые произошли с воскресенья. Извиняюсь, по сегодняшний день мы с вами обсудим. В начале нашего выпуска хочу предложить вам поставить лайк к этому видео, если вы поддерживаете нас. Также хочу обратиться к россиянам, которые смотрят нас и слушают с территории России. Если у вас есть желание не просто помочь нам путем просмотра нашего видео, то следует смотреть наше видео через VPN. То есть включенный VPN, включайте VPN, а потом просматривайте наш ролик. Таким образом, наш канал будет монетизироваться, и вы нам поможете материально. Большое спасибо за понимание. Еще раз повторяю, для людей, которые смотрят наши видео на территории России, включите VPN, и лишь потом просматривайте ролик. Таким образом вы нам поможете в том числе и материально. Итак, приступим к обсуждению тем. Ну, во-первых, э, многократные, если я не ошибаюсь, в общей сложности 7 попыток было провести испытание ядерного оружия. Путин дал, по крайней мере, выступил с такой инициативой в своем окружении провести испытание ядерного оружия. 7 попыток было, и все 7 окончились неудачно. Даже когда испытания были не отменены, а якобы проведены, еще раз подчеркиваю, якобы, потому что результаты были не просто плохие, а очень плохие, как говорят, по крайней мере, тот доклад, который предоставили специалисты-наблюдатели, говорят, что те испытания, которые были проведены в Кемеровской, если не ошибаюсь, области, и в Иркутской области прошли совсем неудачно, давайте так сформулируем. То есть не были эти испытания, вернее всего, эти испытания не соответствовали тем данным, которые заявляли военные, которые, собственно говоря, эти испытания и проводили. На сегодняшний день можно сказать с большой долей уверенности, что то ядерное оружие, которое присутствует на территории Российской Федерации, нефункционально. Либо в случае этих испытаний ядерного оружия присутствовал прямой саботаж распоряжений президента. Прямого указа не было, подписи под указом не существует Путина. Мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что Путин дает в основном устные распоряжения. И в этом случае также распоряжение на проведение испытаний ядерного оружия было устным. Соответственно, все доклады, которые поступали Владимиру Путину, составлялись экспертами в области испытаний ядерного оружия. И как со стороны военных, так и со стороны, скажем так, не военных, не напрямую военного ведомства, опять-таки обтекаемо скажем, для того, чтобы не подставлять людей. В докладах была однозначная оценка, испытания провалились. Еще раз подчеркиваю, мы не исключаем, что в этом случае присутствовал саботаж. И все же, если саботаж присутствует даже во время испытания ядерного оружия, есть огромная вероятность того, что тот же самый саботаж помешает использовать ядерное оружие, когда Путин примет такое решение, если примет такое решение. Еще раз подчеркиваю, маловероятно, что Путин будет использовать ядерное оружие, не проведя испытания. Испытания пока, то есть попытки испытания пока прекратили и отложили на пока что неопределенный срок. Как будет проходить дальнейшая судьба подобных испытаний, мы вам будем обязательно сообщать. На сегодняшний день
лишь так называемую, еще раз подчеркиваю, так называемую грязную бомбу может предоставить российское руководство в качестве аргумента последнего. Поэтому и завели все разговоры о так называемой грязной бомбе и в попытке обвинить украинскую сторону. Ну, давайте еще раз, наверное, надо объяснить, потому что не все специалисты. Дело в том, что примени Россия так называемую грязную бомбу, возникает закономерный вопрос. А где же ваше тактическое ядерное оружие, которым вы так грозились? Понятно, что будет однозначный вывод для большинства специалистов: то ядерное оружие, которое присутствует на территории Российской Федерации, не функционально. И раньше были вопросы к этому, теперь это станет совсем явным. Для того, чтобы сгладить некоторые вопросы, российское руководство заблаговременно пытается обвинить украинскую сторону в якобы использовании грязной ядерной бомбы. То есть желание применить ядерный шантаж не прошло, даже несмотря на то, что нет на сегодняшний день возможности использовать тактическое ядерное оружие. Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день. Это совсем не говорит о том, что там, в ближайшем времени ситуация не может измениться. Как только будут выводы, почему испытания прошли неудачно, мы вам обязательно сообщим, и уже тогда сами будем понимать, что происходит, почему такая обстановка. Теперь перейдем к другим темам. Путин уже 2 дня пытается пообщаться с лидером Китая Си Цзиньпинем. После съезда китайского, если не ошибаюсь, это был 20-й съезд китайской компартии, Си Цзиньпин остался на очередной, 3-й уже срок китайским лидером и укрепил свои позиции. Путин, видимо, решил поздравить и пожелать всего доброго и всяческую поддержку китайскому лидеру выразить в телефонном разговоре. Запросил, соответственно, телефонный разговор через МИД с Си Цзиньпинем, на что китайская сторона ответила отказом. Это уже не первый отказ, мы с вами также обсуждали и некоторое время назад, когда отказывался китайский лидер разговаривать с Путиным. Если я не ошибаюсь, это уже за последнее время, там, чуть ли не 4-й случай. И, соответственно, игнорирует Си Цзиньпинь Путина, нет никакого желания с ним общаться. Можно понять китайского лидера. Путин, извиняюсь, просрал все, что можно было просрать. Обещал во время февральской встречи Путин, что планы по геополитическому ревизионизму будут осуществлены в самое короткое время. Китай с надеждой, надо опять-таки говорить откровенно, смотрел в то время на Путина. Китаю было важно посмотреть реакцию Запада именно на быструю реализацию геополитических планов со стороны России. Потому что Китай питает примерно такие же планы на Тайвань. И, соответственно, для Китая была очень важна реакция Запада. Но реакция не на размазанное вторжение, которое на сегодняшний день уже можно констатировать проиграно, а на действительно блицкриг, когда территория захватывается довольно быстрыми темпами. Путин анонсировал китайскому лидеру, что данная так называемая спецоперация будет завершена за 5 дней. Тогда именно так объяснил свои планы китайскому лидеру Владимир Путин. Как получилось, мы с вами все прекрасно видим. Уже через 3 дня китайское руководство засомневалось в том, что через 3 дня после начала войны, а через 5 дней, когда стало понятно, что несколько затягивается авантюра российского руководства, китайская сторона уже через 5 дней начала сомневаться в своих планах помогать российскому руководству в той или иной степени. И чем дольше затягивалась так называемая специальная военная операция, мы с вами прекрасно понимаем, что это война, тем все больше и больше росли сомнения китайского руководства. Мы с вами также обсуждали, что в Самарканде во время встречи Путина и Си Цзиньпин спросил Путина, сможет ли он
закончить так называемую специальную военную операцию победой. Путин ответил утвердительно, на что китайский лидер с ухмылкой сомнения покачал головой. Как говорят очевидцы, Путин сильно стушевался при этом, очень сильно. Ну, мы видим, как Россия теряет позиции на всех фронтах. Я имею в виду не только горячий фронт в Украине, но также и фронта политические. Теряет катастрофически быстро, давайте так скажем, теряет свои сферы влияния Россия, занимает эти сферы влияния Китай и Турция. Все так, как мы и прогнозировали. Мы это все описывали еще до февраля, еще даже если, я уверен, что наши постоянные слушатели и читатели нашего телеграм-канала помнят наш пост в телеграм-канале, если не ошибаюсь, в январе прошлого года или в декабре позапрошлого года. Я описывал примерно эту же ситуацию, что будет происходить с Путиным. Причем я описывал это вне зависимости от того, будет война или не будет. Путин болеет, Путин стареет, Путин теряет хватку. Если бы он не обделался, извиняюсь, затеяв войну, обязательно были бы другие триггеры. Да, не такие яркие, но они были бы обязательно. И как только внешним игрокам, агрессивным внешним игрокам, среди которых, несомненно, Китай и Турция, становится понятно, что Путин теряет хватку, Путин стареет, Путин больной, Путин не будет оказывать сопротивление при перераспределении сфер влияния, начнут рвать не только сферы влияния, как мы сейчас видим, но скоро начнут рвать и территорию России. Раскачка идет полным ходом. Возможно, это пока не сильно заметно, но в скором времени будет заметно, чем дальше, тем больше. И почему-то, мне кажется, еще раз давайте зафиксируем мою позицию, опять-таки, я очень не люблю делать прогнозы, но на основании той информации, которая у меня есть, я все же рискну. Будет раскачиваться политическая ситуация внутри России большими темпами, со стороны внешних игроков, еще раз подчеркиваю, гораздо большими темпами, чем это можно было бы ожидать. Там это будет не в течение года-двух. Я бы сказал, месяцы пройдут, пока мы увидим, что явно влияние Китая и Турции на раскачку внутриполитической ситуации. Я думаю, что это будет проводиться опосредованно через влияние на местных лидеров, которые чем дальше, тем больше будут себя проявлять. Прежде всего в национальных республиках, прежде всего это Татарстан, прежде всего это мелкие национальные республики. Извиняюсь, я имею в виду мелкие не по своей сути, а по территории и по количеству людей. Небольшие, давайте так скажем, национальные территории будут пытаться раскачать. Будут давать в скором времени гарантии безопасности. Китай будет давать не только Казахстану, но и внутренним территориям России. Развал России с каждым днем пребывания Путина у власти становится все более и более вероятным. Я боюсь, что через полгода, если все продлится таким темпом, то развал, к сожалению, развал России будет неизбежен. Я уверен, что есть способы этого избежать. Я думаю, еще раз подчеркиваю, основываясь на той информации, которая у меня есть, удастся избежать большинства проблем. Но ситуация будет раскачиваться, нет никаких сомнений. И Турция, и Китай, извиняюсь, выступают яркими представителями тех сил, которые заинтересованы в том, чтобы Россия перестала существовать, по крайней мере, в том виде, в котором она есть. При этом и Китай, и Турция укрепят свое влияние. Для Эрдогана важно укрепить максимально свое влияние в Кавказском регионе и, возможно, на некоторых территориях России, я имею в виду за исключением Кавказа, до июня следующего года. Летом следующего года в Турции выборы президента, и скорее всего, Эрдоган эти выборы проиграет, если не произойдет ничего экстраординарного. И вот для того, чтобы произошло что-то экстраординарное, Эрдоган будет стараться в полной мере.
То же самое касается, извиняюсь, китайского лидера Си Цзиньпиня. В ближайшее время ему надо показать для, прежде всего, руководства Компартии Китая, для китайского общества, что он остался на третий срок не зря, и укрупнение территории Китая благодаря внешней экспансии будет с каждым днем все более и более актуальным. Мы с вами понимаем, что начинать войну в Тайване с США, пусть даже это будет война какая-то локальная, которая не перерастет в глобальную, но риск войны с США и санкций со стороны США и Евросоюза, безусловно, делают не заинтересованным китайское руководство в этом сценарии, по крайней мере, гораздо более лакомый кусок и гораздо более безопасный. Это территория России с ее богатствами, внутренними, я имею в виду ее богатствами среди природных ресурсов. Это будет первоочередной этап внешнего распространения влияния Китая на российскую территорию. Так, мы с вами обсудили две основные темы. Остальные темы мы с вами обсудим в пятницу, когда я буду отвечать на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, в комментариях к этому видео вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу, в ответах, когда буду проводить передачу «Ответы на вопросы», эфиры «Ответы на вопросы», извиняюсь. И поддерживайте нас, ставьте лайк. Есть в описании к этому ролику подписка на наш Patreon. Для тех, кто подписан на наш Patreon, я отвечаю отдельно. Я думаю, что на этой неделе выпущу еще один ролик с ответами для подписчиков Patreon. И в воскресенье у нас будут итоги с Сергеем Жирновым. Есть также подписка на спонсирование нашего YouTube-канала. Есть наши криптовалютные кошельки. Еще раз подчеркиваю, для граждан России, находящихся на территории России и просматривающих наши ролики в YouTube на территории России. Перед тем, если желаете нам помочь, опять-таки, перед просмотром ролика включаете VPN, просматриваете ролик, это помогает нашей монетизации. Таким образом, вы нам помогаете. Я понимаю, что многие не могут подписаться на Patreon с территории России, многие не могут подписаться на спонсирование канала, но имеют желание нам помочь, поэтому просмотр ролика через VPN решает эту проблему. Большое спасибо, что были со мной. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому видео. Всего доброго. Мы вас любим. Это искренне. Это всегда неизменно искренне. И это главное. Именно любовь движет нашей деятельностью. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.